Для вязания капора нам нужно 3 мерки. Это длина шеи, окружность головы, и расстояние от угла челюсти до угла челюсти. Я покажу, что это. Расстояние. Напишу, будет понятно. Длина шеи. Значит, я немножко побуду художником. Вот голова, шея, которая переходит в плечи. И вот нам нужна длина шеи от угла челюсти до вот этого вот перехода в плечо. Желательно шею мерить в наклоне. То есть вы наклонили голову в бок и вот померили от угла челюсти до перехода в плечо. Для чего это нужно? Для того, что если вы в изделии наклоните голову, чтобы у вас не оголилась шея и, соответственно, вам не задувало. У меня длина шеи 13 сантиметров. Окружность головы. Значит, меряем по самой широкой части по ушам. Тут у нас как бы уши. Вот так вот. Это нам нужно для того, чтобы узнать, сколько петель набирать для горловины, чтобы капор проскальзывал через голову на шею. Окружность головы у меня 56 сантиметров. И вот это загадочное расстояние от угла челюсти до угла челюсти, это вот. Вот у вас углы челюсти здесь. Вот это вот. Вам тоже нужно измерить. Эта мерка нужна для того, чтобы рассчитать высоту капора. У меня это 50 сантиметров. После того, как сняли все необходимые мерки, можно приступать к расчетам. Если вы берете пряжу, на которой не написана рекомендуемая плотность, если вы знаете, например, что плотность, рекомендуемую производителем, вы не попадаете, значит, нужно делать пробник. Для этого вяжете квадратик минимум 5 на 5 сантиметров и потом меряете, сколько у вас получилось рядов и петель, и вычисляете, сколько рядов и петель в 1 сантиметре. Образец мы обычно вяжем лицевой гладью. Моя плотность это 5 петель на 8 рядов в образце 5 на 5. Соответственно, в 1 сантиметре у меня 1 петля. Количество рядов нам сейчас не важно, мы будем вязать просто по сантиметру. Так как 1 сантиметр 1 петля, 56 сантиметров окружность головы, нам нужно набрать 56 петель. Значит, спицы. Образец я набирала спицами 7, но резинку мы вяжем спицами 6. 13 сантиметров резинки. Вот я нарисую. Здесь мы набрали, здесь вот резинка 1 на 1. Вязать 13 сантиметров. Это, считайте, первый этап. Напишу первый этап. Второй этап. Мы вяжем капор до начала убавок. То есть, чтобы наш капор смотрелся красиво, нужно сделать закругление в районе затылка. И делать мы его начинаем с середины. Для того, чтобы понять, где эта середина, нужно вычислить полную высоту капора. Мы померили, что расстояние вот от угла челюсти до угла челюсти это 50 сантиметров.
Высота капора от резинки 50 сантиметров разделить на 2. Получаем 25 сантиметров. Вот эта высота. Теперь, так как убавки у нас будут от середины, нам нужно 25, значит, до убавок нужно 25 разделить на 2. Получается 12,5 сантиметров. Сколько же это в рядах? А в одном сантиметре у меня 1,6 ряда. Значит, теперь вычисляем. До убавок нужно провязать 12,5 умножить на 1,6 ровно 20 рядов. И еще одна деталь. У нас отверстие для лица получится, сейчас я нарисую, вот таким, как капельком. Это не очень удобно, потому что подбородок же у нас не узкий, а все-таки закругленный. Для того, чтобы это все красиво смотрелось, нужно сделать тоже здесь закругление. Для этого оставляем на спицах, на дополнительной спице 10 петель. Этого будет достаточно из общего количества. И нужно сделать еще здесь вот закругление тоже. Парочку убавок. И тогда это будет красиво смотреться в изделии. Для того, чтобы сделать эту парочку убавок, я предлагаю просто привести количество петель и рядов к одинаковому значению. И потом нам даже будет легче делать убавки, рассчитать их. Теперь считаем в петлях, сколько получается. Я оставила 10 петель. И остается, было 56, 46. Так как я буду в каждом ряду делать убавки по 2 петли, значит 46 делим на 2, получаем 23. И вот нам нужно сократить 3 петли с каждой стороны, то есть всего у нас получается 3 ряда убавок. В первом, в третьем и в пятом. Так, и теперь переходим к третьему этапу. У нас на спицах остается 40 петель, и еще 20 рядов нужно провязать. Убавляем половину петель для этого закругления. Значит, убавить 20 петель за 20 рядов. Так как убавлять мы будем по 2 петли в ряду, получается так, что можно убавлять через ряд по 2 петли. Первый вариант. Через один ряд по 2 петли. И второй вариант. Через 3 ряда по 4 петли. Я выбрала второй вариант. Вот, собственно, все вычисления по телу капора. Осталось оформить вырез вокруг лица. Я выбрала, что он у меня будет 4 сантиметра. Резинка у лица. Тоже я не даю количество рядов, потому что советую мерить сантиметровой лентой. Ну, в общем-то, это все расчеты. Я не показываю, как я делала набор на спицы и как я вяжу резинку 1 на 1. Вы
все знакомы с этими процессами. Как я делаю набор, вы можете посмотреть в других моих видео. Например, в этом. И быстренько посмотрев, как это делается, вместо того, чтобы смотреть, как я вяжу 13 сантиметров резинки, вы можете ее спокойно под чаек, музычку, сериальчик связать сами, а потом уже смотреть, что делать дальше. Провязав 13 сантиметров резинки, я взяла спицы на номер больше и провязала ряд лицевыми петлями, оставив 10 петель. Эти 10 петель мы сейчас выводим из работы. Их нужно перенести на другую нить, оставить на спицах, либо перенести на специальную булавочку. Я переношу на булавочку, потому что я не люблю, когда у меня болтается спица во время работы. Вот, я перенесла, откладываю в сторону и продолжаю работу спицами на номер больше. Это у меня 7 миллиметров. Вот, согласно расчетам, я провязала 20 рядов после резинки. Вот как выглядят убавки по бокам в начале и в конце ряда. И теперь я буду переходить к убавкам на затылке. Я посчитала, что у меня убавки в каждом 4-м ряду. Но я хочу делать убавки в изнаночном ряду. Значит, я сделаю первую убавку в 3-м. Это получается 23 ряд. Он же будет изнаночный. И потом в каждом 4-м, это получается 27, 31, 35 и 39. И 40-й ряд будет уже потом заключительный. Значит, сейчас я провязываю 2 ряда. И вот 23 ряд, в котором я буду делать убавки. Значит, общее количество петель у нас 40. 40 разделить на 2 получается 20. И отсчитываем 5, 10, 15, 20. Вот получается центр. И так как я решила, что в центре у меня будет 4 петли, возле которых я буду делать убавки, значит, я отделила сюда 2 и сюда 2 и повесила маркеры. То есть, дойдя, получается, 3 петли, когда будет до маркера, будем делать убавку. Вот осталось 3 петли до маркера. Как мы делаем? Мы берем эти 3 петли и провязываем вместе, так как если бы мы провязывали изнаночную петлю. То есть из 3 петель мы получаем 1, таким образом сократив 2 петли сразу. Провязываем 4 петли. Так, и здесь, дойдя до маркера, мы его перекидываем просто на соседнюю иголочку, спицу. И здесь точно так же провязываем 3 петли изнаночные вместе, как если бы мы провязывали одну изнаночную. Вот так. И вяжем дальше до конца ряда. Такие убавки нужно будет сделать. Это был у нас 23. Теперь в 27, 31, 35 и 39. Все остальные ряды просто вяжутся без изменений. И 40-й ряд тоже
будет просто обычным рядом. И вот у меня 20 петель провязано. Теперь выворачиваем наизнанку. Через серединку протягиваем леску. Вот. Сшивать мы будем по изнанке. Берем подходящий крючок. У меня это 7 миллиметров. И что мы делаем? Просто переснимаем одну петлю на крючок, вторую петлю. Смотрите, как у вас петли повернуты, и чтобы они не перекручивались. И вторую петлю переснимаем на крючок. И теперь просто делаем накид и протягиваем ниточку через обе петли. Далее то же самое. Снимаем одну с одной спицы, снимаем вторую со второй спицы и протягиваем ниточку теперь уже через 3 петли, которые на крючке. Вот так. И вот последние петельки снимаем, провязываем. И теперь нужно сделать еще одну закрепляющую петлю. И, собственно говоря, все. Макушечку соединили. И ниточку можно обрезать. Так, и вот как это выглядит. Теперь нам осталось оформить этот вырез резинкой. Я беру спицы 6 миллиметров для резинки и переснимаю спицы, которые у нас уже здесь на дополнительные спицы. Так, вот эти 10 петель. Теперь нужно набрать петли с краю. Я покажу два варианта, а вы выбирайте, какой вам больше нравится. Значит, первый вариант, который больше нравится мне. Вы вводите спицу в первую петлю, не в эту, вот которая, видите, тут идет резиночка, и немножко под наклоном петля, как бы продолжение этой резинки. В нее вводить не нужно, потому что будет дырка. Вы вводите в следующую. Вот. Вводите спицу и вытягиваете ниточку. В следующую вводите спицу, вытягиваете ниточку. А теперь нужно ввести спицу между петлями, как бы в этот столбик, вот так, и вытянуть ниточку. Вот, из 2 петель мы получаем 3. Еще раз. Вводим в первую, вытягиваем ниточку, вводим во вторую, вытягиваем ниточку. И вот в этот столбик между петлями тоже вводим спицу и вытягиваем ниточку. И вот уже из 4 петель у нас получается 6. Есть второй вариант. Он немножко проще. Вводите спицу в первую петлю, вытягиваете ниточку, вводите спицу во вторую петлю, вытягиваете ниточку, а теперь делаете на спицу накид. Вот таким образом. И тоже считается как набранная петля. И продолжайте дальше. 1, 2, накид. Набирайте любым способом, который вам нравится. Может быть, вы знаете какой-то еще.
И вот я дошла до последних петель, которые нужно набрать. Значит, что мы здесь видим? Та же самая история, что и с той стороны. Вот петелька, где продолжение резинки. В нее набирать ничего не нужно. А нужно набрать в эти две оставшиеся петли. Вот. Раз. Два. На спице должно быть четное количество петель. Просто вяжем дальше. Изнаночная. Придерживаем нить, провяжем лицевую. Изнаночную. И уже как дойдем до закрытия петель, я к вам вернусь. Вот я провязала 5 рядов и решила, что этого будет вполне достаточно. И теперь я перехожу к закрытию края резинки. Закрываю я спицами. Закрытие очень простое. Первую петлю я переснимаю не провязанной. Вторую петлю провязываю. Снимаю со спицы и протягиваю через предыдущую петлю. Слишком затягивать не нужно, иначе край все-таки может получиться стянутым, а нам этого не нужно. Далее. А здесь у нас идет изнаночная. Я провязываю изнаночной. И точно так же протягиваю через предыдущую петлю. Здесь лицевая. Провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую петлю. Изнаночную провязываю изнаночной и протягиваю через предыдущую петлю. И так до самого конца. И вот у меня на спице осталась одна петля. Ее я вытягиваю. И обрезаю нить. Значит, вот первая вот эта вот косичка. В нее мы вот так вот из-под низу, под нее продеваем иголочку. И теперь вот откуда выходит ниточка, сюда вводим иголку. Все. И вот так вот замкнули ряд. Вот получается аккуратный край. И дальше уже прячем нить, прячем все кончики. Можно идти капор стирать и носить. Вот так вот у меня сушится капор, не на батарее, но возле. Если вам понравился этот мастер-класс, вы вязали вместе со мной, у вас все получилось. А также, если вы просто посмотрели и собираетесь связать, даже если вам просто понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Впереди будет еще много интересного и полезного. Пока!